Начало 20 века ознаменовало закат Османской империи. 600-летнее владычество мусульманского халифата доживало последние свои годы. После поражения в Первой мировой войне турки потеряли не только все свои территории, но и территории своего исконного проживания, оказавшись под оккупацией иностранных государств. Ситуация была катастрофической для страны. Само османское общество тоже уже не было единым. Разделенная на многие партии и движения, турецкая элита шла разными путями. Людей авторитетных и верных халифату оставалось мало. В этой ситуации султан Османской империи Мехмед VI Вахидеддин приглашает на пост шейхуль-ислама халифата, известного шейха Умара Зиявуддина Дагестани. По сути, предлагает должность второго по влиянию человека в государстве наряду с великим визирем. Тот, кто может сознательно предать или бросить тень на султана мусульман, опровергает ислам и открывает брешь в религии. Из книги Умара Зиявуддина Дагестани «40 хадисов о правах султана». Эти слова из книги очень хорошо характеризуют жизненную позицию автора как человека, который встал на защиту халифата и интересов мусульман. Кем же был этот человек? И что же он сделал, чтобы в трудный для государства час османский султан увидел в нем человека, которому можно доверить столь ответственную должность? Сегодня имя Умара Зиявуддина, к сожалению, не столь известно на родине, так как основную часть жизни он провел за пределами Дагестана. Но все же интерес к этой личности не угасает и по сей день. В Центре исламского образования Стамбульского университета мы встретились с автором книги «Жизнь и политическая деятельность Умара Зиявуддина Дагестани» Зайнаб Эрчетин. Кропотливая работа Зайнаб в османских и британских архивах и изучение трудов самого Умара Зиявуддина вылилась в этот прекрасный труд. Биография Умара Зиявуддина Афанди всегда была обсуждаемым вопросом, но детально никто его биографией не занимался. Среди трудов университетских преподавателей есть работы ряда профессоров, но это короткие биографические очерки. Поэтому мне захотелось развернуто и детально исследовать его биографию. Интерес к его деятельности вызван не только тем, что он был видным ученым, автором более 20 научных трудов, но и ролью, которую он сыграл в государстве османов. В конце XIX века османское государство переживало глубокий кризис. Султан Абдул-Хамид II находился под сильным внешним и внутренним давлением. Абдул-Хамид считался последним самодержавным султаном османов, который благодаря своей воле, блестящему таланту управленца, смог относительно выровнять ситуацию внутри государства и на внешнеполитической арене. В наследство от старшего брата, Мурада V, Абдул-Хамид получил государство, которое было уже на коленях. Придя к власти в 1876 году, он упрочил власть в своих руках, упразднив конституцию и парламент. Пытался сохранить территориальную целостность империи, опираясь на идею ислама и сохранение авторитета в исламском мире в лице халифа мусульман и Османскую империю как халифат. Государству приходилось очень часто вступать в войны в борьбе за свои территории,
а изнутри страну все время раздирали национальные движения, активно поддерживаемые западными державами. Несмотря на жесткое давление, султану около 30 лет удавалось сдерживать распад империи. Начало правления Абдул-Хамида примерно совпало с переездом Умара в Стамбул. После восстания 1877 года началась очередная эмиграция дагестанцев в Турцию. Молодой человек, 29 лет, Умар вместе с отцом перебрался в Стамбул. Здесь, в центре Стамбула, недалеко от мечети Айя-София, располагалась медресе известного шейха Ахмад Зияуддина Кумушханави. Именно сюда по приезду в Стамбул поступил учиться Умар Дагестани. Сейчас на том месте, где стояли медресе и мечеть, можно увидеть лишь руины. Но в XIX веке здесь бурлила жизнь. Студенты обучались и проживали здесь же, и даже получали стипендии. Будучи человеком, который получил прекрасное базовое образование от отца еще в Дагестане, он через год после поступления написал свою первую книгу, которая была посвящена методике правильного чтения Корана – таджвиду. İstediği kadar yükselebilirdi şeyine göre, başarısına göre, yeteneğine göre. Aynı şekilde В Османской империи человек мог достичь любых высот в зависимости от своих знаний и желаний. Умар Зияуддин был настолько высокообразованным человеком, что, приехав из Дагестана, давал уроки в месяц Рамазан при дворе султана. Умар родился и вырос в селении Миатли. Здесь же у отца, который был богословом, он получил отличное базовое образование, что помогло ему быстро продолжить учебу в Стамбуле. Умар показывал феноменальный талант в образовании. Выучил Коран наизусть всего за 6 месяцев. Также он выучил наизусть известный труд «Сахих аль-Бухари», знал 200 тысяч хадисов пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. После был выбран в экспертное сообщество хафизов. Умар стал одним из лучших и любимых учеников шейха Ахмада Зияуддина. Шейх даже нарек его своим именем. С тех пор Умара стали называть Умаром Зияуддином. Такое доверие, оказываемое ему своим шейхом, дало ему уважение и признание в кругу ученых Стамбула. А через 2 года, в декабре 1879 года, он был назначен полковым муфтием в Эдирне. Эдирне, наряду со Стамбулом и Бурсой, считался одним из стратегических центров Османской империи. Именно сюда, стратегически важный центр, был направлен Умар Зияуддин Дагестани. Бывшая столица турков находилась вблизи западной границы империи, где располагалась крупная военная группировка на случай боевых действий на Западном фронте. Тем более, что на Балканах периодически начинались разные волнения. И кто будет назначен на пост муфтия в войсках, имело большое значение. Ведь муфтий должен был не только консультировать военных в вопросах религии, но и поддерживать морально-боевой дух армии. Дух-то и как раз нужно было укреплять в государстве. Вскоре на политическую арену государства вышли младотурки. Основанная 21 мая 1889 года партия под названием «Общество Османского единства», позже, объединившись с парижской группой младотурок, была переименована в Османское общество единения и прогресса. Основными своими целями младотурки ставили смещение режима султана Абдул-Хамида, восстановление Конституции 1876 года и созыв парламента. Влияние Запада внутри ослабевшего государства нарастало с каждым днем. Запад в информационной войне пропагандировал европейский уклад жизни в противовес исламу, понимая, что ислам является идеологией, сплачивающей многонациональное мусульманское государство.
Здесь, в Эдирне, Умар Зиявуддин написал около 20 научных трудов по фикху, хадисам, тассавуфу. Писал на родном аварском, арабском и тюркском языках. Такая репутация собрала вокруг него множество последователей. В результате это вызвало у некоторых должностных лиц зависть и было доложено в администрацию султана. Аргументация была такая. Этот человек имеет огромный авторитет и умеет собирать вокруг себя столько людей, что может даже сместить султана. Но, видимо, султан Абдул-Хамид посчитал все эти домыслы несерьезными, и никаких репрессий не последовало. Кроме того, что Умар был просто переведен на службу в Малкару. Затем он несколько лет проработал помощником судьи в Байтуль-Магдисе в Иерусалиме. Но в 1908 году страну ожидала очередная встряска, которая прервала спокойную жизнь Умара. 3 июля в македонском городе Рессен произошло восстание под руководством майора Ахмеда Ниязибея. 6 июля восстание поднял Энвер Паша, а в последующие несколько дней восстало большинство турецких военных частей в Македонии. Их поддержали местные албанцы и македонцы. Мятежники потребовали создать парламент и восстановить конституцию. Султану Абдул-Хамиду пришлось пойти на уступки. Была принята конституция, а 4 декабря того же 1908 года должен был заработать парламент. Это был сильный удар по султану. Молодотурки, наподобие пропагандистов Запада, также не опирались на идею ислама, что могло обернуться необратимыми последствиями для многонационального исламского халифата, который держался на идее единства мусульман. Это понимали и сторонники Абдул-Хамида. Такое развитие событий заставило Умара Зиявуддина вернуться в Стамбул. Работая в разных регионах империи, Умар Зиявуддин изнутри знал проблемы общества и что для него опасно. Сразу по приезду он отправляет запрос султану, чтобы он включил его в Верхнюю палату парламента, которая формировалась самим султаном Абдул-Хамидом. А члены Нижней палаты должны были избираться на всеобщих выборах. В обязанности Верхней палаты входила проверка предложенных Нижним парламентом законов на их соответствие исламскому праву, султанским привилегиям, конституции, территориальной целостности империи, внутренней безопасности и общественной морали. Как видно, члены Верхней палаты имели больше возможностей влиять на законотворчество, что и подвигло Умара Зиявуддина на этот шаг. Но Умару Зиявуддину было отказано. Сообщество ученых разделилось. Одна часть поддерживала Абдул-Хамида, другая часть поддерживала партию единения и прогресса. Но Умара Зиявуддина беспокоила судьба халифата. После чего Умар пишет еще одну петицию на имя султана с просьбой включить его в Государственный совет или в Ассамблею образования вместо Мусы Казима Эфенди, который был близок к младотуркам и являлся членом Верхней палаты парламента Сената. Если это не представляется возможным, он просит, чтобы ему дали читать лекции специальным службам в императорском дворце. И тогда он попросил султана помочь ему. Но к этому времени султан был повязан, что называется, по рукам и ногам, и он не имел былой силы. Ни одна из этих должностей так и не была предложена Умару. Давление младотурков на султана было огромным, что ограничивало султана в кадровых вопросах. Вскоре Муса Казим Эфенди, чье место хотел занять Умар Зиявуддин, под давлением младотурецкой партии единения и прогресса был назначен султаном на должность шейхуль-ислама государства. Но все это не укротило духа Умар Зиявуддина. После младотурецкой революции османское общество начало бурное обсуждение сложившейся ситуации в стране и ее будущего.
Абсолютная свобода, которую получило общество за эти месяцы, отразилась на страницах турецких газет. Открывались печатные издания и новое общество, как сторонников оппозиции, так и сторонников султана. Это ксерокопия его трудов. В конце декабря 1908 года выходит два труда Умара Зиявуддина, которые называются «Зеркало Конституции» и «40 хадисов о правах султана». В 1908 году он написал два главных труда своей жизни. Одно – «Зеркало Конституции», второе – «40 хадисов о правах султана». Я исследовала оба этих труда. После написания этих произведений султан Абдул-Хамид премировал его 40 золотыми. Он составил 40 хадисов, которыми разъяснялись права и обязанности султана и халифа. Это было незадолго до свержения султана. И этим самым мы видим, насколько принципиальное значение имело это произведение в тот момент в поддержку султана. Основные принципы, которые отстаивал в своих трудах Умар Зиявуддин, были, что центром халифата должен оставаться Стамбул, и право верховной власти должно оставаться у халифа мусульман. Этот вопрос был особенно актуален, тогда как султан Абдул-Хамид, как халиф мусульман, имел влияние на мусульман всего мира, в том числе и на тех, которые жили в колониях западных стран. Поэтому и была развернута кампания лично против Абдул-Хамида как халифа мусульман. Поэтому Умар Зиявуддин придавал особое значение правам Абдул-Хамида на должность халифа как потомка Мухаммад Фатиха, воителя за религию, открывшего Стамбул для ислама. С ростом влияния младотурков отношение к ним в обществе менялось. В марте 1909 года в Стамбуле было основано общество «Союз Мухаммадия», которые выступали за защиту исламских ценностей и соблюдение шариатских норм в законодательстве. Они подвергли жесткой критике действия младотурков. Свои идеи они начинают публиковать на страницах газеты «Волкан». В том числе публикуются отрывки из книги «Зеркало Конституции» Умар Зиявуддина, как члена этого общества. А 31 марта на улицы выходит религиозная часть общества с лозунгами «Мы хотим шариата». Они захватывают парламент и изгоняют некоторых депутатов партии Единения и Прогресса и младотурецких офицеров из армии. Но ответная реакция младотурков была мгновенной. Лидеры младотурок на основе армейских корпусов, расквартированных в Салониках и Андрианаполе, создали армию действия численностью более 100 тысяч человек. В Салоники стекались люди, готовые с оружием в руках бороться с властью. — 16 апреля 1909 года отряды армии действия двинулись на Стамбул. Когда они подошли к столице, то на их сторону перешел военно-морской флот, заблокировавший город с моря. Армию действия возглавил Махмуд Шевкет-паша. В результате ожесточенных боев с 24 по 26 апреля младотурки взяли город под контроль. Многие из тех, кто выступал 31 марта, были без суда и следствия повешены на уличных фонарях. Около 10 тысяч человек были сосланы в отдаленные районы империи. Султан Абдул-Хамид II был свергнут, после чего был сослан в Салоники, где он и провел остаток жизни. Это был конец самодержавной власти халифа. На трон был возведен Мехмед V. 8 августа того же года 21 статья из Конституции была изменена. Главным аспектом этих поправок стало подчинение султана новой Конституции и фактически лишение его власти.
арестован был и Умар Зиявуддин. В июле 1909 года военный трибунал вынес приговор о пожизненном заключении Умара Зиявуддина Дагестани и некоторых других членов Союза Мухаммадия. В ответной петиции Умар попросил назначить местом его ссылки город Медину. Согласно архивным документам, 30 октября 1909 года Умар Зиявуддин прибыл в Медину для отбывания меры пресечения в виде пожизненного заключения в пределах города Медины. Судьбу государства мусульман уже определяли другие люди. Те, кто уже не опирался на идею ислама. Исторически в османском халифате присутствовал принцип интернационализма, который позволял любому человеку, несмотря на национальность, занять высокий пост в государстве. Так в османской элите были албанцы, арабы, кавказцы, греки. Это и делало государство единым и сильным. Младотурки начинают опираться на турецкий национализм, что, по мнению сторонников Абдул-Хамида, в том числе Умара Зиявуддина, было чревато опасными последствиями для халифата. Это, несомненно, расчленило бы единое многонациональное исламское общество. Казалось, все было кончено. И остаток жизни Умар Зиявуддин будет доживать в ссылке. Он просил отправить его в Медину, потому что Медина для мусульман является очень важным местом. Он остается там последующие 5 с лишним месяцев. Но проходит всего несколько месяцев, и 4 апреля 1910-го в Стамбул прибывает телеграмма от коменданта Медины Али Рида Паши, оповещающая Центр о начатом расследовании по факту побега Умара Зиявуддина. 7 апреля из Центра приходит ответная телеграмма с требованием установить личности всех, кто был причастен к побегу. Также Центр был осведомлен о том, что недавно Умар Зиявуддин встречался с хедивом Египта и что он через Джидду перебрался в Египет. После прихода младотурков к власти Медина оказалась под управлением Али Рида Паши, а шерифом Мекки был назначен Хусейн ибн Али аль-Хашими, который впоследствии начнет войну с турками за независимость. Вскоре в ходе следствия Али Рида Паша начал обвинять в содействии побегу помощника шерифа Мекки Хусейна ибн Али, шарифа Шахата, который работал в Медине. В апреле 1910-го даже разразился скандал между шерифом Мекки и комендантом Медины из-за случившегося инцидента, который вылился в различные обвинения и петиции. Али Рида обвинял шерифа Мекки в покровительстве своему помощнику, который при финансовой помощи хедива Египта помог перебраться Умару Дагестани в Египет. Но что же сподвигло Умара Зиявуддина покинуть Медину? И почему к этому побегу были причастны столь влиятельные фигуры? И опять-таки он любимец Всевышнего. Потому с ним произошла такая история. Люди этому могут верить, могут нет. Но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пришел во сне к Аббас-паше и сказал ему, чтобы он взял под опеку любимца Аллаха, который находится в Медине. После чего Аббас-паша посетил Медину. Приехав туда, он на лошадях въехал на территорию мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что вызвало гнев у присутствующих. И навстречу ему выходит некий ученый, который сделал замечание, сказав: «Как вы сюда зашли? Сюда нужно входить с уважением, целуя землю». Тогда Аббас-паша, удивленный, слез с коня и подошел к нему со словами: «Это о тебе я видел сон. Подойди,
«Я хочу обнять тебя». После чего он пригласил его в Египет. В Египте Умар Зиявуддин начал жить во дворце у Аббаса Паши и стал советником по вопросам религии, что еще раз говорит нам о том, каким выдающимся человеком был Умар Зиявуддин. На тот момент египетский хидиват, хотя и являлся вассальным государством османов, находился в сложных отношениях со Стамбулом, начавшихся еще при управлении Мухаммада Али, который в 1831 году вступил в войну с османским султаном, требовавшим суверенитета от Порты. Титул хидив тоже имел особый статус, который ставил его выше других наместников Османской империи. Вместе с этим Египет был под сильным влиянием Великобритании, которая усилилась с открытием Суэцкого канала, стратегически важного транспортного узла в регионе. Хидив Египта Аббас Хильми II управлял Египтом в качестве наместника османского султана и все больше пытался сблизиться со Стамбулом, пытаясь противодействовать британской администрации, которая фактически превратила Египет в свою колонию. Хидив еще был связан со Стамбулом родственно. Сам Аббас Хильми был сыном хидива Тавфика Паши и османской принцессы Амины Султан. И этот брак его родителей был заключен во многом благодаря посредничеству имама Шамиля, который посещал Египет в качестве почетного гостя на открытии Суэцкого канала в 1869 году. Тогда легендарный имам пытался помирить двух глав мусульманских держав – султана Абдул-Азиза и хидива Исмаил-Пашу. И по совету имама Шамиля Исмаил-Паша женил наследного принца Тавфика Пашу на османской принцессе Амине Султан. Теперь Умар Зиявуддин находился рядом с хидивом и консультировал султана в религиозных вопросах. С 1911 года лорд Герберт Китченер являлся британским агентом и генеральным консулом Великобритании в Египте, который фактически и управлял этой страной. Жесткая политика Китченера еще сильнее оттолкнула хидива от Британии. В 1914 году Османская империя в союзе с Германией и Австро-Венгрией вступает в Первую мировую войну. Для ослабленной Османской империи эта война становилась смертельной. Британия, которая входила в Антанту и противостояла османам, превратила Египет в плацдарм для войны с турками. Англичане активно использовали национальные идеи для активизации арабского населения в борьбе с турками. В период подготовки предстоящей войны с турками англичане объявляют среди жителей Египта набор в войско. Сохранилась даже архивная киносъемка, где Китченер лично проводит осмотр готовности египетских войск к войне с турками. Mısırlıları yani Müslüman toplumla karşı karşıya getirmek istiyorlar ve buna engel olmak için Ömer Ziyaddin Efendi Умар Зиявуддин на страницах газет начал активно предостерегать мусульман от участия в этой войне. Что вы делаете? На какую страну работаете? Не идите туда. С этими словами он обращался к народу. Ömer Ziyaddin Efendi'yi alıyorlar İngilizler ve bir yıl Gize'de hapiste tutuyorlar. Умара Зиявуддина, как богослова, всегда беспокоила судьба мусульман. Живя в сложное время, когда различные процессы разворачивались стремительно и в большинстве своем не в пользу мусульманского общества, он пытался как-то помочь людям. Несмотря на цензуру, установленную в стране британцами, пользуясь поддержкой хидива, Умар Зиявуддин пытается на страницах газет и журналов отговорить мусульман от войны друг с другом. Он призывает отказаться от идеи национализма, которыми был воодушевлен арабский мир, что не нравилось англичанам. На юге империи англичане периодически то поддерживали Хусейна ибн Али с арабским восстанием против турков, то Абдул-Азиз ибн Сауда в войне против Хусейн ибн Али, впоследствии первого короля Саудовской Аравии.
Самым известным из британских агентов, который работал с арабскими националистами на подрыв империи, стал Лоуренс Аравийский, который в этот период активно поддерживал арабских националистов в соседнем Хиджазе. В итоге исламский мир стал разделен на две большие национальные группы – арабов и турков. Раскол в халифате уже был очевиден. Из-за разгоревшегося национализма мусульмане начали направлять оружие друг против друга. К концу 1914 года турки начинают планировать военную операцию против англичан в Египте. Первым этапом было взятие под полный контроль стратегически важного транспортного узла в регионе – Суэцкого канала. С нарастанием напряженности в преддверии сражения с турками англичане решили свергнуть Аббас Хильми II, который на тот момент находился в Стамбуле. 19 декабря 1914 года Министерство иностранных дел Британии объявляет Египет своим протекторатом и возводит на трон дядю Аббас-паши II Хусейна Камиля. В стране было объявлено военное положение, и управление страной легло на плечи военного консула Британии. Аббас-паша также открыто поддержал турков в этой операции, но Аббас-паша уже не мог въехать в Египет, и остаток жизни ему пришлось провести в Швейцарии. Оставшись без покровителя, Умар Зиявуддин тоже был арестован англичанами и приговорен к смерти за противодействие английской администрации. Вместе с другими людьми, также выступавшими против колонизаторов, он находился в тюрьме. Но Аббас-паша, узнав, что Умар Зиявуддин арестован из-за поддержки Османской империи, просит англичан освободить его. И через год его освобождают. Согласно воспоминаниям сына Умара Зиявуддина, Аббас-паша, находившийся на тот момент в Швейцарии, отправил запрос королю Великобритании Георгу V с просьбой вмешаться в это дело, что и повлияло на освобождение. Но даже после этого английские власти не ослабили свое внимание к нему. В архивных документах Национального архива Соединенного Королевства пишется, что Умар Зиявуддин вместе с семьей может быть отправлен в Мекку. В том же документе от февраля 1919 года написано, что король Хусейн готов принять Умара Зиявуддина и его семью в Мекке, где у него находится небольшая мельница. Но Умару пришлось срочно вернуться в Стамбул. В 1919 году, после освобождения, ему приснился сон. Я хотела бы об этом рассказать, ибо сны в религии имеют свое значение. Умару Зиявуддину приснилось, что шейх Исмаил Неджити при смерти. Проснувшись, Умар Зиявуддин собрался спешно выехать в Стамбул, потому что этот сон знаменовал, что ему следует занять место своего шейха в родном медресе. Так Умар Зиявуддин приезжает в Стамбул. Когда он покидал Египет и направлялся в Стамбул, он сделал фотографию для оформления документов. И это единственная его фотография, которую мы сейчас имеем. Это было возвращение уже в другую страну. К этому времени Османское государство было оккупировано государствами Антанты. Потеря территорий, экономический коллапс, обнищавшее население – все это было итогом Первой мировой. Перед глазами была картина, которую он и опасался увидеть, когда свергали халифа. И эту ситуацию он пытался предотвратить. Халифат был расчленен на части. Это был конец единого и мощного государства мусульман. Вернувшись в Стамбул, Умар Зиявуддин стал руководить родным медресе шейха Ахмада Гюмüşханави, куда он поступил еще молодым.
после переезда с отцом в Стамбул. В том же году он был приглашен преподавать в престижном университете Стамбула Даруль-Хиляфат. В это время государство было на грани существования. Людей влиятельных и преданных халифату было немного. И в этот момент султан Мехмед VI Вахидиддин предлагает Умару Зиявуддину занять пост шейхуль-ислама халифата. Пост фактически второго по влиянию человека в халифате. Но было уже поздно. Халифата не существовало. Умар Зиявуддин Дагестани отказался от предложения султана, сказав: «Страна, находящаяся под оккупацией, не может быть халифатом». Сейчас в Стамбуле живет внук Умара Зиявуддина. Он самый старший из его потомков и бережно хранит историю своего предка. Да, мы всегда видели и чувствовали на себе это уважение, так как повсюду в Турции мы встречали учеников, мюридов нашего дедушки, поддерживали с ними связи. Также мы, потомки Умар Зиявуддина, поддерживаем связь друг с другом. В нашем роду, включая всех внуков и правнуков, насчитывается около 100 человек. Раз в год, примерно в мае, мы все собираемся и проводим целый день с родственниками. Мы встретились с ним в Центре поддержки образования и культуры при мечети Искандер-Паши. Здесь пытаются сохранить наследие шейха Умара Зиявуддина. По их запросу планируется восстановить медресе Гимишханави, в котором долгое время проработал Умар Зиявуддин. Эта феска принадлежала Умар Зиявуддину. Здесь, в нашем фонде, мы ее храним как память. Память о шейхах здесь всегда бережно хранилась. Самому Умару Зиявуддину тоже был оказан почет. После смерти его было решено похоронить здесь, на кладбище Сулеймания, недалеко от усыпальницы османского султана Сулеймана Великолепного. Мечеть Сулеймания и это место является одним из туристических мест Стамбула, куда каждый день приходят тысячи людей. Так ученый из Дагестана Умар Зиявуддин остался в памяти своих потомков как человек, верный исламу до последнего дня.